Привет-привет! Стали часто видеть Ким Кардашиан и Льюиса Хэмилтона вместе. Давайте посмотрим, что это за отношения такие. Есть ли у них перспектива, есть ли у них будущее. Пиар ли это, ход, или это по-настоящему. У Ким не очень складывается личная жизнь. Будет ли у нее удача хотя бы в этих отношениях. Льюис парень молодой. Я не припомню у него никаких романов. Пока мешаю, поболтаем. Не припомню у него никаких ярких романов. Парень молодой, парень сосредоточенный на профессии. Получится ли у него с Ким Кардашиан, нужна ли ему вообще вся эта публичность. Пока карты мешаю, напоминаю, что у моего канала есть возможность подписаться. Подписчики видят видео, выходящие существенно раньше, чем они выходят в публичный доступ. А также есть возможность задавать мне личные вопросы, такие мини-раскладики на ваши проблемы, на то, что вас сейчас волнует. Буду лично, персонально для вас открывать 3 карты, выкладывать шорты. Обращайтесь, подписывайтесь, это недорого. Будем создавать наш общий комьюнити. Буду вам тоже возвращать с благодарностью то, что вы меня смотрите, подписываетесь, являетесь моими регулярными зрителями. Мне очень приятно. Спасибо большое. Давайте посмотрим на Кима Льюиса и на их совместное, что там, будущее или хотя бы настоящее. Для начала немножечко по личности пройдемся буквально коротенько. Сама Ким, какой человек? Работоспособный, трудолюбивый, умеет навалить на себя. Это, видимо, какая-то внутренняя дисциплина. Давно она уже этим занимается, уже привычна к этой нагрузке. Не скажу, что она ее давит. Я думаю, что человеку очень нравится то, чем она занимается. Результат, соответственно, нравится. Нравится очень ее состояние, в котором она после всех этих трудов. Зарабатываешь много денег, красиво выглядишь, можешь себе позволить private jet или там самую дорогую косметику, или еще что-то с практичной точки зрения. С эмоциональной точки зрения на тебя смотрят, все тобой восхищаются, интересуются. Да, это тяжело, да, это может напрягать, да, это может вызывать какие-то внутренние тоже рамки и формы какие-то сдерживания, потому что что-то там нельзя произнести, где-то нельзя не накрашенной выйти, где-то что-то неудачный какой-то ракурс, и все начинают сразу обсуждать, там, а не потолстела ли ты, а не постарела ли ты, а не появились ли у тебя седые волосы. Вот это вот давление, оно, конечно, присутствует, но я не вижу, чтобы Ким было тяжело с этим справляться. Она, во-первых, к этому привыкла, уже очень давно тянет эту ношу на себе. Ну вот, повторюсь, если бы ей это не нравилось, если бы она не получала удовольствия от результата, давайте посмотрим на сильные стороны, бросила бы она это, или она в каком-то замкнутом состоянии себя чувствует. Сильные стороны характера, которые помогают ей двигаться вперед, не останавливаться на полпути и добиваться того, что она хочет. А за что тревожимся? За отсутствие. Во-первых, очень сильно привыкла к тому, что есть внимание. Кубки так или иначе, эмоции. Люди как-то выплескивают на нее свое отношение. Она этим пользуется. Я не скажу, что она совершенно бессеребреница и вообще не за деньги это все делает, разумеется, за деньги. Конечно, здорово получать полный комплект удовольствия от жизни. Это пока у нас в нашем материальном мире именно от материальной какой-то составляющей зависит. Наверное, это и движимая сила тоже. Она почему на себя вот это вот все наваливает и так долго это все тянет и не пытается даже бросить? Потому что есть опасения, что только этим ты интересна, что это то, чем ты можешь заинтересовать, что без внимания, ну, ты как голый стоишь, да, и там уже вроде как нужно, как вот это в хорошую сторону перевернуть. В принципе, это, нужно быть яркой, сильной личностью, индивидуальностью, характером каким-то, чтобы что-то из себя представлять, чтобы иметь возможность и силу внутреннюю плевать на мнение окружающих людей. В какой бы области она сейчас не находилась, в каком бы состоянии она сейчас не находилась, чтобы она не думала, чтобы не думали люди о ней, все, что ее окружает, зависит от мнения окружающих людей.
так или иначе. Если начать хамить, грубить, уходить из поля зрения, то о тебе очень быстро забудут, а значит, потеряется смысл. Вот у нее нету никакого другого смысла. Она как будто бы не делает ничего, что с общественностью не связано, и что с вниманием к ней не связано. И очень опасается это внимание потерять, потому что потом не будет возможности себя выразить. Вот она очень индивидуальная, она очень самостоятельная. Она такая, какая она есть. Ей очень нравится это выражать, и очень нравится тот факт, что у нее получается эффективно это выражать. Просто быть самой собой и зарабатывать на этом огромное количество денег не каждому доступно. Есть какое-то общее представление о том, что нужно что-то делать, нужно кем-то быть, нужно какую-то пользу приносить, например. Там, не знаю, врачом быть, или пожарным, или ученым каким-то, исследователем, или инвентором каким-то, да, придумывателем вот чего-то, двигателем прогресса каким-то. Она ничего из этого не делает, ничего из этого не умеет. Умеет только быть на виду. У нее, несомненно, здорово это получается, но и есть осознание того, что это тяжелый труд, это монотонный труд, и это вот будет работать ровно столько, сколько ты обращаешь на это внимание. Вот сколько ты этим занимаешься, так это и будет работать. Как только ты перестаешь этим заниматься, как только ты перестаешь мелькать на камеру, как только ты перестаешь быть инфоповодом, и люди перестают тебя замечать, тут же теряется вообще весь смысл всего того, что она делает. Что у нее лучше всего получается, идеально вообще по жизни. Я думаю, вид создавать. Я думаю, делать красивую картинку. Я думаю, что она хорошая актриса. Я думаю, что иногда, когда она зарабатывается, когда очень много происходит в ее жизни, она даже может иногда терять эту грань между тем, чем она является на самом деле, и картинкой, имиджем, который она создала. Она так с ним сроднилась, и так у нее хорошо получается из себя изображать, что иногда это перетекает прям-таки в ее личности. И там она уже, может быть, она такая и есть. Может, она по вечерам лежит и думает, а вдруг я действительно такая? Какую картинку ты создала? Трансформировала, видимо, себя максимально настолько, что уже непонятно, где образ, а где настоящая Ким. И это у нее получается замечательно. Потрясающе получается. В любую секунду ее поймай, она будет та Ким Кардашьян, которой она хочет нам показаться, которой она работает на публику, нам на радость. Хуже всего, что у нее получается, что ей дается тяжело. Совместить это, во-первых, с семьей. Понятно, что у нее те же самые 24 часа в сутках, что и у всех остальных. А образ создается немножко такой фантазийный, что ли, нереальный. Как будто за это время можно успеть прямо все. И вот не хватает немножко времени для семьи. С одной стороны, для семьи, для детей. Может быть, там упущено чего-то. Может быть, есть сложность самой кое-где включать ребенка. Столько ответственности, столько ограничений у того образа, который она должна из себя изображать. Быть ребенком, быть внутренне чистой, быть внутренне открытой, такой вот и импульсивной, плохо может получаться. Все время нужно, даже если ты там с любимым человеком на пляже просто куда-то спряталась за кусты и там сидишь, и пытаешься быть самой собой, все равно где-то на заднем плане в голове, а вдруг нас увидят папарацци, а вдруг нас снимают, а вдруг будут мимо проходить люди, что они обо мне подумают, что они увидят. То есть эту картинку нужно держать все время. И расслабиться плохо получается. По 8 пентаклей скажу, что монотонность человеку очень тяжело дается. Мне кажется, что она, конечно же, вкладывает очень много усилий в то, что она делает, но как будто бы все взлеты и падения, информационные какие-то, вот, связанные с внимательностью публики к ней, они не в чистом виде пиар, как я его себе вижу, как я себе представляю пиар. Пиар – это что-то, какие-то вот эмоциональные качели, какие-то взлеты и падения, для того, чтобы обратить на себя внимание, для того, чтобы не терять фокус внимания аудитории, с расчетом потенциальным на этом заработать. У нее это как будто бы не потому, что это нужно сделать, не потому, что сейчас время пришло сделать какой-то информационный вброс или еще что-то, а это у нее на интуитивном уровне происходит, потому что она не умеет долго делать одно и то же. Вот могла бы ты быть моделью и все время привлекать внимание тем, что ты ходишь по подиуму, как там сестры Хадид, например, это делают.
Все время монотонно, регулярно, это прям работа, и чем лучше ты делаешь эту работу, тем больше денег ты зарабатываешь. Казалось бы, если ты идешь в то, чем ты занимаешься, за деньгами, то вот это один из рабочих способов. Она долго, монотонно, регулярно не умеет делать однотипные действия. У нее натуральным образом получается как-то перепрыгивать с темы на тему, резко менять образ. То она улыбается, то она вдруг там психанула, например. То она говорит про то, как она худеет и спортом занимается. То вдруг она начинает показывать, что тут вот мы кушаем тортики, тут вот я заказала, тут вот какой был вкусный стейк и там еще что-то. То есть у нее вот эта вот смена ситуации и обстановки происходит естественным образом, просто потому что она не выдерживает монотонности. И это так здорово получается, и так умеет она это обернуть, что это в результате приносит ей денег и популярности какой-то. Но изначально не за деньгами она идет, а за тем, чтобы не сидеть на месте, потому что пригорает у человека. Хуже всего, что у нее получается. Ну, вот видите, практичность какая-то. Хуже всего получается подумать, прежде чем ты делаешь. Это может немножечко нелогично звучать в свете того, что вся ее жизнь выглядит как продуманный план, стратегия. Там мама очень много вкладывается. Вот я подозреваю, что как раз за мамиными наставлениями и напутствиями она движется. Я думаю, что она сама бы так надолго и так как бы холодно и расчетливо не могла бы спланировать. Все-таки остается какое-то состояние чуть-чуть где-то недоработанности, чуть-чуть где-то недообразованности, незаконченности какого-то внутреннего процесса, там, где можно случайно сказать что-нибудь не то, выглядеть как-то не так, пойти куда-то не туда, куда не надо бы ходить. И я думаю, что есть над ней какой-то человек, вот я представляю себе маму, может быть, у нее, мама же и менеджер, и директор, и все остальные, может быть, там есть еще какой-нибудь авторитетный человек, который подсказывает ей логику действий следующих. Потому что у самой, у нее как-то все вообще ниточки и все бразды правления держать не получается. Не то, чтобы она была нерешительная, я думаю, что она не сильно дальновидная. Опять же, не импульсивная, не в моменте, но вот как-то насильно долго, на очень длительный период, она планировать не умеет. Она умеет планировать на короткий какой-то вот там, что я буду делать в течение этой недели. Как все ее действия и все ее слова отразятся на ее репутации, скажем, там, через год, через 5, через 10, она вот этого не умеет видеть. Ну, хорошо, что у нее есть человек, который за этим следит. И, видимо, держит ее вообще в ежовых рукавицах, да, и прямо настаивает на том, что работать надо, и на имидж в том числе, и на репутацию в том числе. Да, какие-то вещи делаются для привлечения публики, это чистый пиар, и здорово будет, если люди обратят на это внимание, скорее всего, мы на этом много заработаем. Но она и то, что ей не нравится, не может долго делать монотонно, она очень быстро устает. Ну и результат ей нравится, поэтому она не отказывается полностью и никогда не... Там, может даже психануть в какой-то момент, сказать, я этого делать не буду, потом появятся люди, которые ее убедят. Но имидж свой поддерживать и на годы его простраивать вперед, это очень ответственная работа для каких-то других людей, не для Ким. Ким или этим не хочет заниматься, или у нее просто сил не хватает, возможностей, ресурсов, да, внутренней какой-то подготовки к этому. Какая она на самом деле и какой ее видят, вот сейчас апрель 26 года, люди окружающие. А кому может показаться, что она сейчас плывет по течению, которое она не выбирала, скажем так? Кто думает, что она сейчас попала на какую-то волну? Хочется сказать неискренности, но вполне возможно, что она-то как раз внутри вполне искренна. Просто, знаете, это когда тебя несет по жизни. Это когда ты ничего не решаешь. Это когда у тебя есть сомнения, надо мне это делать или не надо, но настолько быстро все в жизни происходит, что ты не успеваешь подумать, не успеваешь остановиться, передохнуть не успеваешь. Вот просто как, даже не как белка в колесе, а как грузовой поезд идет по жизни, ты его вот просто, он может не сильно быстро идет, но его фиг остановишь вообще. Он когда вот набрал вот эту свою инерцию, когда набрал скорость, он уже идет там, неважно, хочешь ты, не хочешь, тебя тянет просто со всей силы куда-то вот в каком-то направлении, которое изначально было выбрано. Как будто бы у кого-то может складываться впечатление, что ей поднадоело, например, или она устала, или она хочет заниматься чем-то другим, но у нее плохо получается.
выбиться вот из того колеса, в котором она как белка крутится уже многие годы, многие десятилетия, и хотела бы заняться чем-то другим, и не может. Это так люди могут воспринимать. Она на самом деле как к этому относится? Спокойнее. Я думаю, что вот этого состояния в ней нет. Она действительно течет по течению. Она действительно его придерживается. Вполне возможно, это течение сильнее ее. Возможно, случаются эмоциональные какие-то. Я думаю, что там очень много денег тратится на психологов и на всякую поддержку, потому что, да, выгорание никуда не девается. Разумеется, с ее напряжением и с ее образом жизни силы могут уходить сквозь пальцы. Им могут случаться эмоциональные какие-то вспышки на тему того, что я устала, я больше не хочу, оставьте меня все в покое, я вообще хочу заниматься чем-то другим. Ей, скорее всего, помогают, ее, скорее всего, возвращают обратно к важным мыслям и успокаивают, и помогают сосредоточиться на том, что ну вот мы же там 10-20 лет строили это, как мы это сейчас все бросим, это же приносит нам и доход в том числе, и согласись, тебе это приятно, тебе это нужно. Тебе это так или иначе в лучшие моменты бывает и комфортно тоже. Да, сейчас ты устала, да, ты немножко выгорела, давай съездим отдохнем, давай там проведем какой-нибудь курс терапии, тебе станет полегче, но по факту результаты мы получаем хорошие, достаточно эффективные, поэтому давай будем продолжать этим заниматься. И она, как ни странно, вкладывает туда индивидуальность. Ну, то есть почему это странно? Она бы и не проявилась, если бы она не была индивидуальной, если бы она была просто поющей трусой, которые следуют за инструкциями своего директора, бездумно совершенно, вот со стеклянными глазами. Я думаю, что не получилось бы никакой Ким Кардашьян. Она, конечно же, индивидуальна. Она, конечно же, вкладывает туда свои силы, свои желания, свой внутренний огонь. Даже в семье Кардашьян сколько женщин, которые очень активно и очень ярко себя проявляют, каждая по-своему, каждая индивидуально. У каждой свое собственное направление. Они не идут бездумно за тем, что им там советуют. Их корректируют, конечно же, на пути, но индивидуальность всегда остается. Вот это вот Ким не опускает руки, всегда проявляться в том, что она делает. Всегда хотеть чего-то большего, всегда хотеть добиться результатов своей какой-то мысли. Если получилось убедить окружающих, вот свой менеджмент, например, да, ближний круг, в том, что ее идея не повредит общей картинке, то дальше она может отстаивать эту идею, она может к ней целенаправиться, она может ночей не спать, чтобы этого добиться. У нее очень свои собственные внутренние стремления сильные. Это не потому, что ее кто-то тянет насильно в эту жизнь, а потому что ей самой это нравится, и она действительно это с удовольствием делает. С разной степенью отдачи, в зависимости от внутреннего состояния. Но вот такого, если она создает впечатление человека, который поддался этому импульсу толпы, да, импульсу мнения какого-то, импульсу чужого мнения и чужого желания, и просто безропотно делает то, что ее заставляет, то нет, это не так. Она очень проявляет индивидуальность в том, что она делает. И в большинстве случаев ей это нравится. В принципе, не самый сложный человек, просто очень заваленный работой. Давайте посмотрим на Льюиса. Я знаю, что он многократный чемпион, Формула-1, гонщик и, собственно, все, что я про него знаю. Что он за человек сам по себе изначально? Ой, какой хорошенький. Ой, какой молоденький. Мне кажется, он очень добрый, он очень чувствительный, у него семья, наверное, такая дружеская, очень крепкая семья. Не знаю, что у него с родителями, не знаю, что у него с сиблингами, братья и сестры. Если они все есть, то, скорее всего, или отношения замечательные, чудесные, крепкие, или у нее воспоминания об этом очень хорошие, или представления об этом. Хотелось бы себе тоже крепкую семью. Хотелось бы даже среди тяжести современного мира, среди того, что у него может не быть на это времени свободного, или у него какие-то задранные планки по ожиданиям, например, от женщины или от потенциального союза с ней. Все равно в этом хочется найти что-то доброе, что-то эмоциональное, как-то туда вложиться. Вот он очень открытый, очень светлый человек, очень импульсивный, очень яркий, очень любящий проявлять свои желания,
сексуальный в данном случае, да, очень активный в этой области. Не уверена, что он знает, чего он хочет, но когда он хочет, он очень сильно загорается и, скорее всего, добивается потом. Мало того, у него шансов много есть проявиться. Он разнообразен, увлекающийся, молодой, горячий, да, вот то, что называется. Поэтому хватается за все возможности, подворачиваются ему какие-то шансы, он никогда от них не отказывается. Весь такой импульсивный, яркий, и вот мне кажется, что очень добрый, очень открытый человек. С позитивными чертами характера, которые помогают ему двигаться вперед. Он анализатор и двигатель. У него есть план, у него есть четкое представление, чего он хочет добиться. Это не витающий в облаках человек. Вот он прям четко знает, чего он хочет. Знаете, у меня был знакомый, у него младший брат лет в 5 в каком-то разговоре сказал: я буду водителем поезда, как они называются. Я, говорит, буду электрички водить. Все посмеялись, сказали: да, конечно, водить поезда – это очень замечательно. Мальчик вырос, мальчику уже под 40, он действительно пошел водить поезда. И был и на электричках, и в метро, и прям ничем другим его заинтересовать невозможно. Вот он в 5 лет определился с тем, что он будет делать, и он прям вот как заведенный шел к реализации своей цели. Мало того, ему до сих пор нравится этим заниматься, он там дорос до каких-то профессиональных вершин, потому что он это делает с энтузиазмом, и потому что он это делает с внутренним огнем. Он определился. Таких людей не очень много, но они такие есть, которые каждый свой следующий шаг планируют, у которых есть четкий вообще план, четкое представление. Сдвинуть его с этого плана невозможно. Это не просто какое-то абстрактное желание, это желание, расписанное уже на бумажке с последовательностью шагов. Он выискивает людей, которые будут ему помогать достигать каждый из необходимых шагов. Он накапливает опыт обязательно. Он анализирует свои ошибки, анализирует свои предыдущие шаги, делает из них какие-то выводы прогрессивные, да, на улучшение. Потому что у него есть четкая цель, четкое представление, он прям вот ярок в этом. И я сомневаюсь, что и связавшись с Ким Кардашьян, и с какой-нибудь другой женщиной, может быть, там это может быть какая-нибудь актриса или певица, или это может быть, я не знаю, ученый какой-нибудь или учительница в школе, неважно. Любое направление не сдвинет его со своих собственных планов. И не начнет он сейчас сниматься в кино, наверное, будет сниматься в рекламе, это какая-то сопутствующая, да, можно позарабатывать, но он своими гонками и своими машинами будет заниматься просто вот, как это называется, религиозно, буквально. Ни за что не согласиться на какую-нибудь другую деятельность. Что у него лучше всего в жизни получается, идеально. Тянуть свою линию, устанавливать свои правила, быть железобетонным внутри, устойчивым. Вот этой вот гибкости, которая может показаться слабостью, когда ты добрый, когда ты любвеобильный, когда ты улыбающийся, когда ты вежливый, когда людям с тобой приятно, когда ты создаешь такое легкое, светлое впечатление. Я почему сказала, что он молоденький? Потому что так примерно дети себя ведут, искренне, очень ярко, очень добро, очень открыто к людям. При этом хорошо человек умеет держать свою линию, держать свои какие-то внутренние правила. Наверняка не позволяет себе, там, если у него есть расписание, ему надо в 5 утра вставать. Вот как бы ты, знаете, как этот робот немножко машина, как, например, Криштиану Роналду делает. Вот ты хочешь, ты не хочешь, встаешь в 4 утра, идешь сначала в ледяную ванну, потом в баню, потом на 28 часов в спортивный зал, потом опять тебе что-то нужно делать, у тебя четкое расписание, тебе вообще ни секунды свободного времени, даже в выходной, даже в каникулы, прям потому, что у тебя четкий план, у тебя четкая стратегия какая-то. Вот держаться этого, быть настойчивым внутри себя и четко вот гнуть свою собственную линию, не вообще обращая внимания на мнение окружающих людей, это у него хорошо получается. Сильный характер, очень целенаправленность большая. Но, наверное, что-то же плохо получается. Он все-таки молодой. Что у него плохо получается в жизни? Какие черты характера ему мешают продвигаться? Молодой. Опять же, молодой, горячий, импульсивный. Конечно, очень хочется топнуть ногой или кулаком по столу. Я так хочу, я здесь главный. Немножко зазвездиться иногда хочется.
Плохо получается это проявлять, плохо получается это сочетать с внутренним императором. Плохо получается сопротивляться внешним факторам и спорить как-то с людьми. Как он решает все те конфликты, которые с ним обязаны происходить? Просто обязаны, потому что приходят какие-то важные люди с большими мешками денег и говорят, ты будешь делать так, как мы сказали. А он не будет делать так, как вы сказали, даже за очень большие деньги. У него свое представление внутри, он будет делать то, что он решил, то, как он это себе видит. Но при этом с этими людьми, с большими мешками денег, и ссориться тоже не надо, иначе у тебя перспектив никаких, да, и они тебе палки в колеса будут вставлять. Вот какая дипломатия здесь должна присутствовать в тот момент, когда ты сочетаешь свое яркое желание с взаимодействием с людьми, не вступая с ними в открытые конфликты, не доводя ситуацию до какой-то острой фазы, при этом продолжая быть настойчивым в том, что ты от этих людей тоже хочешь, и не терять эти нити. Это вот очень внутренняя какая-то дипломатия, внутреннее какое-то спокойствие. Возможно, он берет как раз вот этими улыбочками, открытостью, искренностью какой-то и как-то умеет, не знаю, заговорить или приятное впечатление о себе создать, что людям не хочется с ним ссориться, но при этом настаивать на своем он будет продолжать. И приходится конфликтовать с людьми, но вот в какой-то очень мягкой фазе. Хуже всего у него что получается в жизни? Тревожится. И дьявол у нас здесь. И трансформация. Вот, это император. Вот это вот все, вот эти все три карты, это император. Император у него настолько развит и настолько сильно проявлен, что он не позволяет себе внутри, даже не делает никакой тяжелой работы, никакого насилия над собой не производит. Естественным образом получается плохо в себе сомневаться, поддаваться своим каким-то импульсам, звездить, перекладывать какую-то обязанность на себя в том смысле, что вот я что-то должен, да, я, конечно, буду это делать, давайте не в воскресенье утром, все-таки в воскресенье в 4 утра хочется поспать, но я же могу себе позволить, я же Льюис Хэмилтон, я же очень богатый, очень знаменитый, ничего не случится, если я разочек не встану в 4 утра. Этого он себе не позволяет, это у него очень плохо получается, как ему в голову не приходит не встать в 4 утра, это же надо, это же несет нас вперед в светлое будущее, это же для достижения наших целей. Трансформироваться, быть гибким, быть подстраивающимся под обстоятельства, соглашаться с людьми, что не в смысле того, что ты должен там бросить, это плохая идея, так не делай. Давай, хорошая идея, давай подождем немножко, давай мы ее как-то вот в другой форме как-то проявим, может быть, каких-то других людей для этого найдем. Вот эта вот вся гибкость у него очень плохо получается. Он ярко выраженный каменный такой железобетонный император. И это даже не во взаимоотношении с окружающими людьми происходит, это происходит в взаимоотношении с собой. Он себе этого не позволяет. И не то, чтобы это очень тяжелый труд, просто он не делает этого. Он не сомневается, он не спорит, он не поддается своим каким-то слабостям. Он не пытается быть гибким, не пытается обходить какие-то подводные камни, не пытается подстраиваться под окружающую обстановку. Он вот стоит здесь, вот такой каменный, и стоит. Снег, дождь, наводнение, налет, саранчи, все что угодно. Я здесь стою, у меня будет план, я к нему иду целенаправленно. Прям вот я спланировал, я с детства этого хотел, я буду это делать. И плевать вообще на все внешние факторы. Удивительной силы человеку, удивительной. Здорово, когда есть такой жесткий характер. Дай бог он ему поможет. Пока помогает, да, у него удача какая-то есть в жизни, хорошо, он с профессиональной точки зрения тоже реализовался вполне себе замечательно. Дай бог, чтобы это только на руку ему всегда играло. Сейчас посмотрим, как он эту свою упертость в личной жизни проявляет, насколько он гибкий в отношениях, какой он на самом деле и каким он видится окружающим людям. А как будто влюбился, да? По 4 жезлов часто другие тарологи читают и свадьбу в том числе. Это какой-то праздник, это праздник заземления, праздник определившихся людей, которые хотят соединиться. Вот в этом месте они берутся за руки. Вот они шли вместе, да, там как-то встречались, расходились, какие-то разные какие-то люди вокруг вас были. А потом вот вы как-то встретились, взялись за руку, и с этой точки вы идете по жизни вместе. Вот как-то вы определились на
как сказать, партнере своем. Видимо, выглядит со стороны так, что он сейчас влюбился, что он определился с женщиной, что он, наверное, много хорошего про нее говорит, да, наверное, говорит, что я давно за ней наблюдаю, она такая женщина моей мечты, как здорово, что я с ней встретился, да, я некоторое время планирую с ней быть. Сейчас посмотрим на отношения дальше. На самом деле, что происходит? На самом деле, возможно, это и так тоже, потому что здесь, в данном случае, вот оракульно, если читать эту карту, на двойке пентаклей человек у нас жонглирует и гранатой в том числе. Одно неловкое движение, и у тебя может случиться какая-то неприятность. Да? Нельзя сделать ошибку. Нужно обязательно успевать все, что ты на себя набрал. И профессию забывать нельзя. И женщина много времени требует. И красиво выглядеть на публике, говорить только приятные вещи, не ляпнуть что-нибудь, не сделать что-нибудь, да, не выглядеть как-то некрасиво, например. Он набирает на себя вот эти обязанности, как жонглер берет там сначала 2 мячика, потом 3, потом 4, и все это нужно обязательно в правильной пропорции использовать, потому что одно неловкое движение, и у тебя может развалиться просто все. И профессия полетит под откос, а нам этого очень сильно не хочется, он очень целенаправлен именно туда. Я подозреваю, что никакая женщина его не сдвинет с этих его планов. И если она будет очень сильно стоять поперек и очень сильно вставлять палки в колеса, то она долго не протянет рядом с ним. Но с другой стороны, его с данной конкретной женщиной хочется быть, потому что вот он выглядит, да, как человек влюбленный, как человек желающий сделать какие-то легкие отношения более серьезными, да, вот он по десятке кубков, он достаточно семейный человек, достаточно эмоциональный человек для того, чтобы быть открытым к постоянным, крепким, очень вовлеченным в отношения. В данном случае ему немножечко тяжело все это балансировать в своей жизни. Посмотрим, ну, пока справляется, да, но посмотрим, как будет справляться еще со временем и хватит ли у них сил. У меня тут есть 9 вопросов. Сейчас я даже не знаю, подряд эти карты выкладывать или каким-то красивым крестиком, которые могут раскрыть нам их внутренние отношения, Кима и этого Льюиса, с перспективами, с ожиданиями, например. Давайте посмотрим. Да, просто я подряд буду выкладывать, что я тут буду изображать. Что между ними сейчас на самом деле основа связи? Страсть – это интерес, дружба, может, это выгода какая-то, может, это игра на публику. Что чувствует Ким к Льюису? Что чувствует Льюис к Ким? Эмоциональный отклик, серьезность намерений, например, каких-то, как они направлены друг к другу. Что Ким хочет получить от этих отношений? Что Льюис хочет получить от этих отношений? Кому что? Кому комфорт, кому поддержку, кому, наоборот, свободу какую-то. Или это партнерство, например, или это медийность, или они действительно искренне влюблены. Главная скрытая проблема этой пары, что, может быть, не видно публике, может быть, страхи какие-то внутренние, может, у них недоверие есть к себе или к партнеру, или к ситуации к этой. Может, их там держит прошлый опыт, или у них разные ценности внутренние. Это основная проблема, но при этом их что-то держит вместе. Что их держит вместе? Основной клей этой пары. Сейчас посмотрю, помещаюсь ли я. Вот уже почти не помещаюсь. Тогда давайте положим перспективы на ближайшие 6 месяцев. Полгода возьмем, потому что завсегда можем вернуться к этому раскладу и посмотреть, получилось или нет. И итоговый потенциал союза. Это случайный роман, это важный этап, это переходный какой-то этап или это длительная история. Вот самый итоговый потенциал союза, к чему это все может привести. Давайте смотреть, что между ними прямо сейчас. Я бы сказала стабильность. Король Пентаклей, он, конечно, меркантильный. Он, конечно, за устойчивость и за комфорт. Это очень приземленная фигура, очень практичная фигура. Но это же основа связи. А основа связи, ну, с одной стороны, можно сказать, что основа связи – это деньги, да, что это какая-то перспектива. Давайте посмотрим все остальные карты. Может быть, это пиар с точки зрения заработать, да, то есть какая-то денежная проблема, вернее, не проблема, а какая-то денежная идея, которая стоит между ними, которую они планируют раскрутить. Но я бы короля Пентаклей на взаимоотношения читала как
стабильность, как спокойность, как не витание в облаках, как отсутствие каких-то заоблачных фантазий, да, не соответствующих с реальностью, не накладывание на партнера, например, каких-то непомерных ожиданий, не демонизирование этого партнера и не обожествление его, да, не выводить его за рамки нормального живого человека. Обычные, стабильные, спокойные, приземленные, комфортные, уверенные отношения. Вот просто базовость такая. Просто людям приятно друг с другом. Они вкусно пахнут, им приятно держаться за руки, они подходящего роста, они с подходящими, я не знаю, привычками в еде или с подходящим расписанием, например. То есть пока я здесь вижу, что между ними, ну так вот, не то чтобы дружба, но совпадение, скажем так. Это еще пока не близость какая-то эмоциональная. Может быть дружба, может быть выгода, но, по крайней мере, совпадение. Вот одна волна, на которой они сейчас находятся. Что Ким чувствует к Льюису? Что-то новенькое. И что Льюис чувствует к Ким? А вот он сомневается. Для нее это что-то новенькое. Он уже молоденький, он интересный. Этого у меня в жизни еще не было. Так у меня в жизни еще не было. Новые мужчины были, но не так они ко мне относились, не такое говорили, не туда приглашали. То есть у нее, может быть, есть какой-то определенный опыт на тему того, что вот, потому что я Ким Кардашьян, они меня всегда зовут обязательно в 7 вечера, обязательно в пятницу, обязательно в один из самых дорогих ресторанов. И вот все время у меня по кругу все свидания вот так вот проходят. И вечно они все свои косяки пытаются загладить какими-нибудь драгоценностями, и вечно они там сначала пропадет на 5 дней, потом звонит и начинает судорожно извиняться, я был занят, там еще что-то. Вот по кругу она ходила, и примерно одно и то же с ней происходило. Здесь что-то новое, здесь что-то другое, здесь что-то очень неожиданное. С интересом ли она в эту сторону смотрит? Но мы будем дальше смотреть тоже, что она хочет получить от этих отношений. А вот Льюис в данном случае сомневается и закрывается. От чего он закрывается? В чем он сомневается? Может быть, слишком быстро развиваются эти отношения. Может быть, Ким поддавливает немножко, хотя я по дураку этого не вижу, но она могла настолько с энтузиазмом рухнуть в эти отношения, что немножечко Льюис чувствует некоторое давление. Потому что вот что-то из этого делать практичное, как-то очень быстро там помолвиться, например, пожениться или там съехаться, вот что-то такое практичное из этого сделать, для него слишком быстро, ему хорошо и так. Ему и до этого было хорошо. И потом появилась новый импульс, новая эмоция. Он очень кубковый, у нас очень много кубков на него выпало, когда это я индивидуально раскладывала. Он очень чувствительный и очень воспринимающий в моменте и свои ощущения, все, что вокруг происходит. Ему нравится, когда и так, когда ему нравится, когда у него все комфортно. И вот случился этот всплеск, встретил он какую-то очень красивую женщину, с которой давно хотел познакомиться. Не надо это форсировать, не надо это давить. Может быть, общественное мнение вокруг, а когда вы, а кольцо-то ей уже подарил, да, вы уже помолвились, а съезжаться собираетесь, он такой, да погодите, ребят, давайте вот остановимся, давайте вы не будете там так много вопросов задавать и так сильно лезть в мою личную жизнь, потому что вот какое-то очень сильное убыстрение этих отношений ему немножко претит, немножко он останавливается, он немножко закрывается. Может быть, от общественного мнения, может, от давления. Может быть, я говорю, Ким туда подкидывает чуть-чуть, потому что, ну, тоже часики тикают, да, она говорит, ну, сколько можно уже надо как-то серьезность. Может быть, она эту серьезность пытается слишком быстро. Давайте посмотрим, правда, слишком быстро или нет, чего хочет Ким получить от этих отношений и что хочет Льюис получить от этих отношений. Ну так-то эмоций, конечно же, влюбиться хочется в кое веки раз. А этот человек хочет, знаете, как ни странно, стабильности. То есть я подозреваю, что вот эти карты именно про скорость развития отношений. Потому что не то, чтобы он от них совершенно закрывается, и не то, чтобы он их всерьез не воспринимал. Я думаю, что у него в перспективе, в свете его десятки кубков, которая выпадала, в перспективе стабильные, плотные, уверенные, такие долголетние отношения, они как-то есть.
И вполне возможно, что эти мысли на Ким распространяются. Да, действительно, хочется стабильности, хочется регулярности, хочется уверенности в завтрашнем дне. Возможно, даже хочется поработать в эту сторону. Просто не лезьте в нашу личную жизнь, не торопите нас. Мы будем это делать в своем собственном ритме. И спасибо, не надо ваших советов. Мы сами будем это решать. Но в целом разобраться в их отношениях. Вот она хочет получить королеву кубков, она хочет получить переизбыток эмоций, она хочет, чтобы наконец ей это нравилось, чтобы это был не пиар, чтобы это была не работа, чтобы это были не какие-то, я не знаю, как это называется, брак по расчету, да, какие-то коммерческие взаимоотношения, когда вы зачем-то нужны друг другу. Хочется просто эмоционально выплеснуться. Хочется, чтобы тебя залило с ног до головы, вот просто тупо эмоциями. Это очень неожиданное для нее желание, очень необдуманное, и она, наверное, даже немножко опасается его, вот потому что этот Льюис – это что-то новое в ее жизни, и эмоциональная отдача с ее стороны тоже другая, новая. Она так себя вести не умеет, она может быть, знаете, это как когда вот этот вот гормональный всплеск первой влюбленности, когда ты головой понимаешь, что так делать не надо, что ты выглядишь немножко глупо или там можешь сейчас наломать дров, совершить каких-то ошибок, но у тебя не получается остановиться, потому что просто тебя несет на этой волне, вот как вот хочу, делаю. Может, это непрактичное желание, может быть, неправильное желание, может, не вовремя желание. Но так вот прям загорелось и так сильно хочется это проявить, что не можешь сам себя остановить. У него, как ни странно, чуть более приземленные, чуть более такие мужские, более уверенные ощущения, но в ту же сторону направлены. Ему действительно хочется стабильности, ему действительно хочется уверенности, ему действительно хочется разобраться в этих эмоциях, построить из них что-то важное. Вот среди всего того океана, всего, чего происходит, собрать только нужную какую-то часть, поселить ее в свой собственный аквариум и создать там какую-то вот форму жизни, которая бы тебя устраивала. Вот соорудить там все, да, украсить, добавить туда рыбок, там, менять там каждый раз воду и делать так, чтобы вот эта конструкция работала как-то. Эта конструкция очень эмоциональная. Здесь нету, я не вижу здесь ни пентаклей, ни каких-то посторонних влияний. Я не вижу здесь необходимости на этом заработать. Я вижу здесь чистую эмоцию. Очень люди чувствуют в направлении друг друга, очень хотят увеличить эти чувства, улучшить их, стабилизировать их, продолжить их, да, как-то закрепиться в этих ощущениях. Пока вполне себе позитивно все. Но обязательно же должна быть какая-то скрытая проблема. Что не так? Что не так со стороны Ким и что не так со стороны Льюиса? А уж не отказывается ли она ему рожать? Почему бы? У нее куча денег на ЭКО и на все остальное. Или это опасение, что он потом уйдет в поисках? Собственно, семья как таковая не складывается. Чего-то не хватает. Вот среди вот этих вот всех эмоций, которые между ними происходят, это здорово на начальном этапе, когда вы все эти эмоции на партнера направляете, когда у вас в этих отношениях двое только. И когда вы в моменте, и когда вот это самая первая стадия, там первые некоторое количество. Я думаю, что эти люди не глупые, возможно, с подачи еще окружающих людей, а может быть, Ким туда немножечко вкладывает. Опять же, она может немножко торопиться, да, ему это может быть немножко переизбыточно, слишком быстро это все двигается. Но возникают, скорее всего, идеи о том, что мы не просто здесь и сейчас, или мы сейчас здесь просто, но со временем-то это куда-то идет, мы же должны как-то эти отношения развивать, что-то же из них будет. И вот как будто бы есть какая-то грусть по поводу, может быть, увеличения этой семьи. С одной стороны, первая мысль, которая пришла, как только я увидела эти карты, это то, что Ким будет ограничивать его в количестве детей. В смысле, я уже больше рожать не буду, у меня и так уже 4, я больше детей рожать не буду. И он так, а мне здесь оставаться или мне идти искать там, где у меня семья будет, потому что своих детей тоже хочется. Это с одной стороны. С другой стороны, солнце у нас не меркнущий вообще взгляд, вот это вот око с неба, которое никогда не мигает и никогда не закрывается и всегда над тобой наблюдает. Не получится мягких, спокойных, индивидуальных, только на двоих отношений, просто потому что Ким – это не тот человек, на которого не смотрят, за которым не наблюдают,
которого не тыкают постоянно палочкой и не лезут ему под простыни с видеокамерами. Она очень публичная, люди очень ею интересуются. И как бы не устал, как будто бы нету ли у него сомнений на тему того, что это слишком много для меня. Мне такой уровень популярности не нужен. Они же теперь и под мои простыни тоже будут залезать. И каждые 5 секунд за мной ходить, даже если я утром за кофе вышел. Как будто бы у него есть сомнения на тем, то как будто есть какая-то грусть небольшая о том, что хорошие позитивные эмоции, которые между ними происходят вот на индивидуальном уровне, куда нас не пускают, про которые нам не рассказывают, и которые они там внутри своих отношений выстраиваются, они немножечко вот этой ложкой дегтя все время портятся чуть-чуть, да, добавляется каких-то внешних факторов, которые как ложка дегтя портят что-то. И к этому тоже нужно постоянно подстраиваться, это тоже нужно, вот он здесь, вот он очень тоже с практичной стороны, что мы каждую проблему, во-первых, решаем по мере поступления, мы там что-то далеко не планируем и не выстраиваем какой-то грандиозный план на всю жизнь, что-то случилось, будем с этим разбираться, но вот случается не всегда самое хорошее, иногда случается что-то плохое, что-то неприятное, какое-то сомнение зарождается. Кто-то что-то спросил неловкое такое, нетактичное, и это немножко портит взаимоотношения внутри. Но они стараются над этим работать, и она тоже очень с энтузиазмом в эти отношения. И он здесь тоже пытается учиться координировать эти свои эмоции и с окружающей обстановкой, чтобы это совпадало, чтобы это сочеталось. При этом что их удерживает вместе? Ну надо же. У меня суд часто читается как честность, как ясность, как прояснение отношений, как искренность полная, удивительным образом. Вот внутри этих двух, как бы они ни выглядели наружу, на публику, как будто бы честность, как будто бы она не ожидает удара в спину от него, а он как будто бы с ней не за деньги, не за пиар и не за продвижение. Это первое, что пришло в голову. Чтобы вас не обманывать, чтобы не делать из этого совсем медовое какой-то рассказ. Может быть, диаметрально противоположное мнение. Может быть, как раз честность заключается в том, что для Ким это красивая картинка на публику, уже создание окончательного вида, окончательной вот законченной формы своего образа, что она еще и в счастливых отношениях в том числе. А ему это перспективные очень отношения, которые добавят ему значимости, которые добавят ему общественного узнавания какого-то, не то чтобы его не знали, но сейчас его узнает гораздо больше людей, которые там гонками Формулы-1 не интересовались. А за счет Ким заинтересуются и им. Мы узнали, кто он такой. И больше контрактов рекламных, и больше там, как это взаимодействие такое, что он ей дает красивую картинку и стабильность ее образа, а она ему дает вот все, что этому сопутствует. И тоже в этом есть честность. С эмоциональной точки зрения. Именно эмоции сейчас рассматриваем. Нет, я думаю, что это все-таки очень, да, я думаю, что это очень чувственные отношения, я думаю, что они искренние. И здесь она тоже очень, очень стремится вперед и очень хочет развить эту сторону. Может быть, она просто сильно настойчивая, может быть, она где-то внутри себя опасается, что время идет и что она упускает много. И есть тогда, как здорово, что ты мне на пути встретился, наконец-то с тобой у меня это может получиться. Она очень искренне именно с эмоциональной точки зрения направлена на то, чтобы двигаться вперед, чтобы у этого что-то получилось, чтобы она из этого чему-то научилась, может быть, какие-то выводы для себя сделала. Мы сейчас еще посмотрим, насколько продолжительные эти отношения, насколько они закрепятся, насколько они окончательные для них обоих. Но искренность в этих поползновениях у Ким я, по крайней мере, вижу. Она искренне хочет, чтобы это сработало, чтобы это получилось. Она готова туда вкладываться, она готова стремиться туда, она готова прилагать все усилия к тому, чтобы научиться делать эти отношения рабочими. А для него, с эмоциональной, опять же, точки зрения, эта встреча переворачивает представление и о женщинах, и о том, что он, может быть, хотел от отношений с женщинами. И он готов, опять же, терпеть, вкладываться, выращивать потихонечку из этих отношений какое-то свое собственное дерево, которое вот
в результате получится и начнет плодоносить. Да, он готов вложить туда терпение, да, он готов потратить на это время и какие-то ресурсы, даром, что это возможно, наверное, но для него это ощущение чего-то нового и чего-то радикально противоположного. Неожиданное для него, может быть, с приятной точки зрения неожиданно, что оказывается и так тоже бывает. А я не знал, что если я встречусь с кем-то, будет именно такая внутренняя реакция. Может быть, он просто, знаете, когда ты обожествляешь человека с плаката, например, вот я с ним встречусь, он такой весь из себя замечательный. Есть какие-то предположения о том, какие у вас могут сложиться отношения или там, например, не сложиться, где я и где Ким. Как может такое быть, что мы вдруг встретились и начали встречаться. А тут вдруг начали встречаться, и для него это неожиданно, и для него это больше, чем он ожидал, и для него это совсем другое, не то, что он ожидал. Наверное, думал, что она там какая-то дива, свысока на него будет смотреть, а он ее будет восхищаться, как он восхищался ее фотографиями, которые по стенам у него были расклеены. А тут вдруг оказалась простая, спокойная, веселая, интересная, с теми же самыми интересами, с теми же самыми любопытствами, точно такой же человек. И для него это прямо новость, и он прямо очень сильно хочет сделать из этих отношений что-то долгоиграющее. Как-то они, по крайней мере, выглядят у меня по этому раскладу очень серьезно направлены друг к другу. Или хотя бы, ну, как сказать, к перспективам этих отношений. И того, какие перспективы могут быть в течение 6 месяцев. Я думаю, что их закрутит эта ситуация. Я думаю, что она будет не так быстро развиваться, как им хотелось бы. Конечно, у них никогда в жизни не получится таких, знаете, идеальных отношений в вакууме, потому что они не в вакууме, потому что люди смотрят. Будут им туда подсовывать всякие слухи, сплетни, будут подсовывать всякие фотографии папарацци, вот ты с ней встречаешься, а она, посмотри, вот в ресторан там с кем-то ходила, и будут втыкать вот эти вот палки между ними каждый раз. Будут их как-то со всех сторон не ограничивать, а как окружать их со всех сторон. Вот этот информационный фон, он никуда не пропадет. Все будут о них говорить, это всегда будет новостью какой-то. Их как-то будет зажимать этой информацией все время то ближе, то дальше, то втыкать палки между ними, то наоборот соединять их. Какие-то внешние факторы будут их немножко в некомфортное состояние, да, ставить. Но оставаться на одном месте и желать быть на этом месте, мне кажется, у них останется. Мне кажется, они в ближайшие 6 месяцев, конечно, будут вот вдвоем против ветра сопротивляться всем внешним факторам, спорить со сплетнями, слухами, не подтверждать что-то или, наоборот, опровергать что-то кардинально. Там. Люди будут придумывать, потому что они свое не рассказывают, они не выходят и не показывают. Они только вот виделись где-то там на пляже, их видели, держащимися за ручку и там целующимися, например. И все, и раздули уже огромный такой пузырь, и уже по всем СМИ побежали там, что они чуть ли не обручились, чуть ли не поженились тайно, чуть ли не она беременна, посмотрите на ее округлившийся живот или еще что-нибудь. Они и сопротивляться этому не могут. И, конечно же, это будет их окружать со всех сторон. Но на отношения, мне кажется, это не повлияет. Мне кажется, они в ближайшие 6 месяцев будут вместе и будут очень старательно их сплотить то, что им нужно будет сопротивляться общественному мнению. И в результате итоговый потенциал союза, к чему это может привести? Может получиться, очень даже может получиться хорошая, практичная, качественная пара. Вот то, что с ними сейчас происходит, то, что они на базовом уровне нашли друг друга, то, что они приятно друг для друга пахнут, приятно друг для друга звучат, не по-английски это annoying называется, да, не выводят друг друга, да, и не доводят друг друга мелкими какими-то своими недостатками. Из этого есть шанс построить что-то качественное. Они не перестанут быть одного роста, они не перестанут быть приятны друг для друга внешности. Резко ты не разлюбишь голос своего партнера или, например, там, прическу своего партнера или, я не знаю, вкусовые предпочтения этого партнера или музыкальные вкусы этого партнера. Резко что-то не поменяется, а постепенно они оба настроены на то, чтобы постепенно встраиваться в систему друг друга. Можно немножечко ей рассказывать про свою любимую музыку, можно немножечко ее слушать, ее советы, как-то пробовать новые кухни мира, если не пробовал никогда и не знал, что тебе это нравится, а вот с ней пошел в этот ресторан, потому что она предложила. Как-то вот вливаться и перепутываться вот этими веточками, перепутываться этими корнями, у них вообще есть шанс построить из этого какие-то серьезные отношения.
Если мы оставим их всех в покое и дадим им такую возможность, дадим им свободу действия, если мы не будем лезть к ним постоянно, если никто не будет встревать туда с какими-то неподтвержденными совершенно слухами и сплетнями на тему того, чтобы их развести, например, да, вызвать ревность какую-то или показывать ему постоянно фотографии, где она то в прозрачном платье, то в полупрозрачном платье, то с одним мужчиной, то с другим мужчиной, чтобы вот не сталкивать их лбами, не пытаться этот союз разломать каким-то искусственным образом, у них, в принципе, есть шанс построить из этого что-то основательное, чудесное. Давайте им этого пожелаем. Дайте, может, совет Ким. Ой, 2 карты сразу. Совет Ким и совет, ничего себе, это совет, и совет Льюису. Мне кажется, ей не нужно спешить, вот всего того, что я здесь до этого говорила. Мне кажется, ей нужно, вот Иерофант, он у нас традиционный, весь такой скрепный, весь такой правильный, весь такой морально основательный, вот как надо, как люди скажут, как это общественно принято, как это не порицается, как это важно для окружающих делать красивую вот эту самую картинку. А подвешенный у нас, соответственно, тратит время на то, чтобы разобраться в ситуации и как-то зависает в этой ситуации. Вот мне кажется, что ей хорошо бы не спешить, не торопиться, хорошо бы, может быть, немножечко потратить времени на то, чтобы понять, почему предыдущие отношения у нее не работали. Может быть, она слишком быстро их развивает, может быть, она чего-то другого от мужчины хочет, может быть, она их давит, может быть, все что угодно, почему у нее предыдущие отношения не складывались. Вот здесь проанализировать, подумать не спеша, неторопливо, не гнаться вот на этой вот колеснице, вот прям все, я встретила мужчину, срочно я за него выхожу замуж, начинаю рожать ему детей. Бездумно совершенно, не понимая, что это тупиковая ветвь развития, что не получится. Если потратить терпение небольшое, если сделать какую-то работу над ошибкой, немножко анализа к себе, мне кажется, ей надо подуспокоиться и немножечко придержать своих коней. А ему в совете, что ли, смотреть на перспективу, если он, во-первых, император внутренний, во-первых, этого человека подвинуть очень сложно. Во-первых, у этого человека свое собственное мнение, и он его давит на всех вообще, может быть, бесконфликтно, да, у него 5 жезлов у него плохо получается, может быть, он дипломат, может быть, он милейший совершенно харизмный человек, может быть, он за своей вот этой 33-зубовой улыбкой может убедить кого угодно, но при этом у него какая-то жесткая позиция очень, которая может спровоцировать конфликты в общении с другими людьми. Вот эта вот тройка – это самый большой конфликт, который может быть. Это когда возникает третье мнение в том месте, где мнение двух людей, которые спорят, вообще не находят общих точек. Как будто бы вы вообще ни к какому компромиссу прийти не можете, как будто у вас диаметрально противоположное мнение. И вот эта вот настойчивость, вот эта вот железобетонность, вот это нежелание гибкости, нежелание входить в ситуацию другого человека, нежелание его выслушать, нежелание ему немножечко поддаться, может построить какую-то стену в отношениях, может усложнить эти отношения. Вот ему бы видеть варианты, ему бы как-то немножечко внутренне раскрыться на тему того, что все может быть не только так, как он считает правильным, но и как-то по-другому тоже. Опять же, в свете вот этих вот его сомнений, в свете того, что ему вообще постороннее мнение очень тяжело принимать. Он очень такой закрытый внутри себя человек, очень сложившийся, очень такой завершенная такая личность, в которую постороннее мнение не попадает. Вот ему бы чуть-чуть раскрыться, ему бы чуть-чуть услышать мнение других людей, чуть-чуть попробовать вот эту самую дипломатию на личные отношения переложить. Ей подуспокоиться и перестать на него давить, и перестать в него выезжать на колеснице на полной скорости, а ему, наоборот, свою вот эту стенку китайскую, широченную, высоченную, кирпичную, немножечко подрасслабить, немножечко где-то каких-то там хотя бы калиточек наделать, чтобы можно было к нему туда внутрь пробраться со своим собственным мнением и как-то его немножечко подвинуть. Но это исключительно дипломатия личных отношений. Это вот так вот люди притираются друг к другу, когда два разных человека с разными мнениями и с разными представлениями о жизни вдруг сталкиваются, и изначально это противоположные мнения, а потом нужно каким-то образом находить компромиссы. Давайте им этого пожелаем, пусть у них все обязательно произойдет. Пишите мне, пожалуйста, в комментариях, что вы думаете и про эту пару, и про мой расклад. Вернемся через полгодика, посмотрим, правильно ли это или нет.
Советуйте мне новых героев, мне очень интересно разбирать по вашим комментариям. Задавайте подробные вопросы, чтобы не просто фамилия звучала, а я знала, вот в какую сторону копать. Подписывайтесь на канал, приходите смотреть видео раньше, приходите со своими вопросами, какими-то проблемами внутренними, я вам обязательно подскажу. Поставьте лайк, кому не сложно, или дизлайк, кому совсем ничего не понравилось. И увидимся в следующих видео. Пока-пока.